Я расскажу, как изменить ограничение по высоте у дрона Hapsan H501S. Вы видите ссылку в описании. Это архив с программами для Hapsan. Вы скачали файл hapsansoft.zip, распаковали его в отдельную директорию и зашли в нее. Первым делом нужно установить, если у вас еще не установлены, драйверы для вашего дрона. Окей. После того, как драйверы установлены, нужно зайти в директорию Modding. Здесь лежит две программы H501S и H501S FC Modding Tool. Эта программа работает сразу с уже установленной прошивкой и изменяет на лету прямо в квадрокоптере. Она довольно опасная, поэтому я вам рекомендую воспользоваться программой H501S. Нужно сначала узнать, какие прошивки установлены. Сначала включаем сам дрон, затем включаем пульт и смотрим, какие прошивки у нас установлены в данный момент. Опускаем левый стик вниз до упора и правый стик вдавливаем в центр на секундочку. И перемещаемся до надписи Show Version. Здесь мы видим, что установлены следующие прошивки. 4.2.19 это прошивка самого пульта трансмиттера TX. LCD это прошивка для экрана 1.3.3. Красным цветом обозначены прошивки квадрокоптера. Это V1.2.20 это RX прошивка, относится к приемнику. И V1.6.25 это Flight Controller, FC прошивка. И перед тем, как поменять какие-то данные в нем, его нужно обесточить. Отключаем. Вынимаем батарею. И видим, здесь находится USB-порт, в который нужно вставить кабель и подключить к компьютеру. Запускаем программу H501S, которая находится внутри директории Modding. И видим, что автор программы указал, какие именно версии прошивок она поддерживает. Значит, мы фактически ничем не рискуем и выбираем ту прошивку, которая является последней. Мы видим, какие именно установлены данные для него, и можем изменять показатели. Radius Limit – это ограничение дальности полета, а Altitude Limit – это ограничение высоты. По умолчанию в квадрокоптерах Hapsan установлено ограничение в 250 метров, но так как мы живем в Республике Беларусь и разрешенная высота для авиамоделей не должна превышать 100 метров, то мы устанавливаем высоту в 100 метров. Нажимаем «Сохранить». И видим, что появился новый файл с прошивкой, имеющий подчеркивание мод. Закрываем эту программу. Заходим в папку FC и видим, что появилась новая прошивка. Так как появилась новая прошивка, мы теперь заходим в папку FC Upgrade Tool. Запускаем программу для перепрошивки полетного контроллера и подсоединяем дрон к USB-порту. Как только дрон подключили, к компьютеру мы видим надпись Connected. Теперь выбираем файл. В первую очередь мы должны выбрать самую старую прошивку, например, 1.1.1.1 и нажать Upgrade. Затем ждем, пока появится опять надпись Connected. Дрон сам себя перезагружает. Теперь смотрим. Установлена самая старая прошивка. Теперь закрываем программу, заново открываем и выбираем уже нашу прошивку. Нажимаем Upgrade. Это нужно для того, чтобы дрон обновил параметры.
Так как в случае, если просто с той же самой версии на ту же версию, но с другими параметрами перепрошиться, то данные не поменяются. Смотрим версию. Вот, новая версия есть. Наша высота должна не превышать 100 метров. Отправляем на высоту. Пульт показывает 29-30 метров. 40. 55, 60, 70, 80, 90, 100. И вот он уперся в высоту 100 метров и больше нам не дает. Если вы опытный пилот, ограничение в 100 метров вы можете контролировать и сами. Вам не обязательно это ограничивать прошивкой. Чтобы снять ограничение на максимальную высоту совсем, нужно поменять значение 100 на 0.